Приветствую всех на нашем канале. Сегодня у нас будет особое кулинарное видео. И прежде чем мы начнем готовить, я расскажу, что мы будем готовить и почему это видео я назвал особенным. Как вы уже знаете, на нашем канале мы готовим только те блюда, в которых обязательно присутствует рыба. А если блюдо не рыбное, то оно обязательно должно быть приготовлено на мангале или в коптильне. Но сейчас я себе позволю нарушить эти правила, потому как есть одно блюдо, без которого у меня уже очень давно не проходит ни один праздник. А также все, кто его впервые пробует, сразу же просят рецепт и также на него подсаживаются. В общем, я смело могу сказать, что это настоящий шедевр, от которого вкусовые рецепторы просто сходят с ума. Ну а поскольку, как говорится, лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать, я решил данный рецепт снять на видео, чтобы все наши зрители смогли насладиться этим кулинарным шедевром, который называется пастрома. Только не путайте с баструмой, это совсем разные блюда. Ингредиенты, которые нам понадобятся для приготовления пастромы, я условно поделил на две группы. Первая группа — это основа, вторая группа — это соус. Для основы нам понадобится 1 кг куриного филе, 1 литр молока, но на самом деле молока нужно будет немного меньше, но я налил литр, пусть лучше будет с запасом. Что останется, выпьем. И также к основному ингредиенту я отнес соль. Соли нам понадобится 6 чайных ложек. Для соуса нам понадобится оливковое масло 2 столовых ложки, соевый соус также 2 столовые ложки, мед 2 чайные ложки, молотый мускатный орех 1 чайная ложка, молотая сладкая паприка также 1 чайная ложка. И еще нам понадобится 2 столовых ложки сока лимона и 6 зубчиков чеснока. Приступаем к приготовлению. Итак, вначале берем глубокую миску, наливаем в нее немного молока. Теперь берем в это молоко, добавляем 6 чайных ложек соли. И перемешиваем до тех пор, пока соль не растворится в молоке. Когда соль в молоке полностью растворилась, мы в наше молоко ложим филе. Можно было, конечно, мисочку взять немного побольше, но ничего, она получилась впритык, но этого будет достаточно. Все, теперь в молоке мясо наше должно лежать где-то 2-2,5 часа. Благодаря молоку оно в итоге у нас получится очень мягкое и сочное. Ну и также немного просолится, потому как именно в молоко мы добавляли соль. И соль больше нигде добавлять не будем. Так, это мы отставляем в сторону. И пока наше мясо замачивается в молоке, мы тем временем приготовим соус. Тем более для соуса тоже будет полезно постоять какое-то время, чтобы все ингредиенты максимально раскрыли свои ароматы и перемешались между собой. Приготовление соуса начнем с оливкового масла. В принципе, здесь можно начинать с чего угодно, но я начну так. Итак, я уже говорил количество, но повторю еще раз. Оливковое масло добавляем 2 столовые ложки. Еще забыл сказать, что если у кого-то нет оливкового масла, то его не обязательно специально покупать, потому как для этого блюда можно спокойно использовать обычное подсолнечное масло. От этого сильно вкус пастромы не испортится. Так, масло мы добавили, теперь добавляем также 2 столовые ложки соевого соуса. Теперь добавляем
чайную ложку сладкой паприки и чайную ложку молотого мускатного ореха. Также добавляем 2 столовые ложки сока лимона. Теперь сюда выдавливаем 6 зубчиков чеснока. И добавляем 2 чайные ложки меда. Вот так вот можно с горкой. Мед хуже не сделает. Вот 1 ложечка. И 2. Вот и все. Теперь осталось только это все хорошо перемешать. Перемешиваем очень тщательно до однородной массы. Все, соус я перемешал, и он у нас полностью готов. Продолжаем ждать, пока наше мясо еще вымачивается. Тем временем можно поубирать лишнюю посуду и заняться другими делами. Прошло 2,5 часа, и теперь наша задача слить молоко. Оно нам больше не понадобится. После того, как мы молоко слили, теперь берем наш соус и отправляем его в мясо. Теперь это все очень хорошо перемешиваем, чтобы соус покрыл все мясо со всех сторон. И когда мы перемешаем, оставляем это все мариноваться еще примерно на час. Если, конечно, у вас есть возможность и вы никуда не спешите, то можно оставить и гораздо надольше. Запах просто непревзойденный. Прошло чуть больше 1 часа, и теперь нам нужно связать наше филе между собой по 2 штуки. Для этого лучше всего использовать поднос. Берем 1 кусок филе и 2. Ложим их на поднос. Вот таким вот образом укладываем их вместе друг к другу. И связывать их будем вот таким вот шпагатом. Но если у вас шпагата нет, можно использовать обычную нить для шитья. Отматываем с запасом. Больше метра лучше всего взять. И вот таким образом возле края делаем вот такой вот двойной узел. Завязываем плотненько. Вот так узел сделали. И теперь просто начинаем вот так вот обматывать по кругу вдоль всех кусков. Дошли до конца и возвращаемся назад.
И теперь вот так вот завязываем. Для красоты можно лишние концы обрезать. Можно этого и не делать. Так, вот у нас одна заготовка. И теперь то же самое делаем со второй. Я вначале не сказал, когда мы первый раз завязываем, завязывайте так, чтобы вот этот конец, который у нас покороче, чтобы он не был совсем коротким, чтобы он хотя бы был сантиметров 10 длиной, потому как когда мы полностью обвязываем филе, то потом с этим концом связываем тот свободный конец. А если его не будет, то будет проблематично связать. Вот так. И на двойной узел. Обрежем эти лишние концы. Так, теперь это у нас готово. Пока это все откладываем в сторону. И берем противень от духовки. В противень мы обязательно стелим пергаментную бумагу. Затем на эту бумагу укладываем нашу будущую пастрому. И немного можно ее полить вот этим соусом, который у нас остался в нашей мисочке. Соус очень классный, чтобы ни одна капля не пропала. Вот так. Теперь очень важная информация. Сейчас нам нужно включить духовку на температуру 200 градусов и подождать, пока она полностью нагреется. То есть у кого в духовке есть вот эта лампочка, термодатчик, то она должна полностью погаснуть. Когда духовка нагревается до 200 градусов, мы наше мясо ставим в духовку, примерно где-то на среднюю вот эту полочку, и запекаем ровно 20 минут. Когда проходит 20 минут, мы духовку выключаем, и еще 20 минут наше мясо должно постоять в выключенной духовке. Ну и потом уже, когда прошли вторые 20 минут, мы наше мяско достаем, и оно у нас будет полностью готово. Ну, это я уже покажу в дальнейшем. Вот и все, наша пастрома запеклась. Теперь она полностью готова. И хочу вам сказать, что от нее исходит просто нереально аппетитный аромат. Уже очень хочется попробовать. Какая же самая главная фишка этого блюда? Все мы знаем, что куриное филе, его основная проблема в том, что оно всегда получается очень сухое. То есть мясо само по себе вкусное, но вот оно получается сухое. А фишка пастромы в том, что она получается очень сочная, даже если она полежит 2 дня, 3 дня. Вот. Ну, теперь, в принципе, осталось только подождать, пока она остынет. Потом мы снимем эти все веревки, и уже можно будет приступать к употреблению пищи. И напоследок я еще хочу ее разрезать, чтобы вам показать ее в разрезе. Вот такая она получается в разрезе. Как вы видите, несмотря на то, что она запекалась всего 20 минут, она полностью вся
пропеклась, при том, что довольно толстый кусок. Вот этот кусочек. Класс. Просто супер. Ну, а про вкус я уже вообще молчу, потому как вкус действительно очень необычный. Поэтому я очень всем рекомендую это блюдо попробовать буквально в ближайшее время. И такая просьба: все, кто его приготовят, обязательно не поленитесь, напишите в комментариях, как вам оно понравилось. Всем спасибо за внимание, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, смотрите много интересного видео. До новых встреч! Также смотрите другие интересные видео на нашем канале и не забудьте подписаться, чтобы ничего не пропустить.